Глава 2276. Малян. Кто знает? Возможно, он спланировал это заранее и получил точные координаты одного из затерянных миров. Или же, возможно, он сбежал в это затерянное царство из-за какого-то несчастного случая. В любом случае, он мог забрать сокровища и гораздо проще сбежать из нашего даосского храма Девяти начал, поэтому он должен был получить от кого-то инструкции. В противном случае он никогда бы не осмелился предать наш даосский храм, сказал даосский священник с задумчивым выражением. Здесь нечего спекулировать. Вдохновителем всего этого, скорее всего, является один из тех, кто вмешался, чтобы остановить вашего гроссмейстера, холодно усмехнулась женщина. Даосский священник кивнул в ответ, явно разделяя то же мнение. Хорошо, существа калибра твоего гроссмейстера не для нас, чтобы обсуждать. Меня больше интересует, какого ученика мы отправим в Нижнее Царство, если мы сможем отследить точные координаты. Тебе будет интересно, боевой племянник ли? Спросила женщина со слабой улыбкой. Вы, конечно, шутите, боевая тетушка. Я далеко недостаточно силен, чтобы выполнить такую важную задачу. Этот предатель считался одним из самых могущественных учеников своего ранга в нашем даосском храме. И хотя кажется, что он находится в очень плохой ситуации, мы не можем исключить возможность того, что это может быть уловка. Даже если он действительно оказался в ловушке в Нижнем мире, это все равно не обязательно хорошо. Это указывает на то, что в этом Нижнем мире находится чрезвычайно могущественное существо, и если мы отправим ученика, который недостаточно силен или хитер, то он может попасть в то же положение, что и тот предатель, сказал даосский священник, покачав головой. В этом случае наш выбор будет ограничен учениками, которые часто посещают чужие королевства. Боевой племянник Чжу и боевой племянник Ву, похоже, вполне подходят для этой задачи, сказала женщина с улыбкой. Старший боевой брат Чжу и младший боевой брат Ву действительно отличные кандидаты, но им чего-то не хватает по сравнению с кем-то еще, сказал даосский священник, и в его глазах появилось странное выражение. Услышав это, женщина слегка запнулась. Ты имеешь в виду? Возможно, вы еще не знаете об этом, но старший боевой брат Ма уже вышел из своего принудительного уединения, сказал даосский священник. Улыбка женщины полностью исчезла, услышав это. Что? Когда закончилось наказание Маляна? Почему я ничего об этом не слышала? Я узнал об этом от младшего боевого брата всего несколько дней назад, и не так уж много людей знают об этом. Учитывая силы и хитрую натуру старшего боевого брата Ма, есть очень хороший шанс, что именно ему поручат эту важную задачу, сказал даосский священник с серьезным выражением лица. Я бы не была в этом слишком уверена. Малян действительно довольно силен, но он слишком безжалостен. Это большая проблема для нашего даосского храма. Если бы не его исключительные способности и тот факт, что он внес несколько важных вкладов в наш даосский храм в прошлом, его наказание не ограничилось бы только 10 000 годами принудительного затворничества. Если мы отправим его в затерянное царство, где никто не сможет помешать его действиям, он, скорее всего, создаст еще больше неприятностей, холодно хмыкнула женщина. Все это правда, но не забывайте, насколько важно это сокровище для нашего даосского храма и для моего гроссмейстера. Принимая это во внимание, я думаю, что есть очень хороший шанс, что будет выбран старший боевой брат Ма, возразил даосский священник. Это действительно весьма вероятно. Если Маляна отправят в Нижнее Царство, его силы будут ограничены, но он все равно будет более чем способен вернуть это сокровище. Пусть так, наше мнение не имеет никакого веса. В любом случае в этом вопросе ты всего лишь ученик-принудитель, а я всего лишь номинальный дворцовый мастер. Однако, независимо от того, кому будет поручено это задание, не забудь сообщить мне, если найдешь какую-либо конкретную информацию о том мире, в котором сейчас находится предатель, сказала женщина. Я обязательно это сделаю, уважительно ответил даосский священник. Есть ли еще что-нибудь, что ты хотел бы со мной обсудить? Если нет, то я сейчас пойду отдыхать, сказала женщина. На сегодня все. Сейчас я ухожу, боевая тетя, ответил даосский священник, вставая на ноги и отдавая прощальное приветствие. Женщина лишь кивнула в ответ, видимо, потеряв интерес к дальнейшему разговору. Таким образом, даосский священник ушел, и как только он ступил за пределы двора, он исчез во всплеске пространственных колебаний. В следующее мгновение даосский священник появился на лугу, окруженном такими же цветочными деревьями, но дворца и женщины в пурпурном одеянии нигде не было видно. Бросив быстрый взгляд на свое окружение, даосский священник немедленно вернулся той же дорогой, который пришел. Некоторое время спустя синий ледяной змей снова поднялся в воздух перед гигантскими воротами дворца, а затем быстро исчез вдалеке. Тем временем женщина в пурпурном одеянии все еще сидела на своем стуле в таинственном зале с задумчивым выражением лица, и только спустя долгое время она пробормотала про себя с холодной улыбкой. «Малян, а? Хе-хе, это неплохая договоренность». Затем ее голос постепенно стал неслышимым, и она внезапно исчезла во вспышке духовного света.
В запретной зоне на горе скрытого духа Хань Ли, Мо Цзиньли, духовный монарх, Сюэран и Хэйлинь стояли перед массивной формацией. Формация была размером около акра, и она была не только пронизана золотыми и серебряными узорами духов, но и в углах формации были встроены сотни духовных камней высшего качества. 8 духовных существ в стадии интеграции тела уважительно стояли на некотором расстоянии позади них, в то время как Хань Ли и другие молча осматривали гигантское образование. Тем временем духовный монарх смотрел в небо, держа в руках формирующую пластину, и, по-видимому, что-то рассчитывал. «Время пришло. Это лучшее время, чтобы отправиться в путь», — внезапно сказал духовный монарх. «Хорошо, тогда мы пойдем вперед», — сказал Мо Цзиньли, направляясь к формации в сопровождении Хань Ли. Однако духовный монарх внезапно предупредил. «Вы уже определили координаты своего возвращения и можете вернуться в царство духов, сокрушив свои сердца асуры. Однако будьте осторожны, чтобы не истощить полностью энергию в своих сердцах асуры. В противном случае вы можете навсегда оказаться в ловушке малого царства асуров». «Спасибо за слова предостережения, я обязательно это запомню», — ответил Мо Цзиньли с улыбкой, входя в формацию. Хань Ли также сжал кулак в знак приветствия духовному монарху, чтобы выразить свою благодарность. Сюэран и Хэйлинь также вошли в формацию, после чего первый внезапно повернулся к духовному монарху и спросил. «Брат-дух, ты не собираешься внезапно передумать, если нам удастся вернуться с нитью времени?» Вместо того, чтобы прийти в ярость от подозрений Сюэран, духовный монарх спокойно ответил. «Будь уверен, брат Сюэ, эти нити времени чрезвычайно важны для меня, поэтому я ни за что не отступлю от своего слова». «Это все, что мне нужно было услышать», — сказал Сюэран, кивнув с довольным выражением лица. Духовный монарх больше не колебался и поднял в руке пластину формирования, из которой высвободился луч белого света, который в мгновение ика исчез в формации. Гигантское образование немедленно начало издавать громкий жужжащий звук, из него вырвались вспышки золотого и серебряного света, в то время как бесчисленные руны в ярости вырвались из духовных камней высшего качества. Внезапно Хань Ли и остальные исчезли из формации. Все это время духовный монарх оценивал формацию немигающим взглядом, и только после того, как все исчезли, он вздохнул с облегчением. Затем он повернулся к 8 святым духам позади себя и проинструктировал. «Слушайте. С этого момента постоянно следите за этой формацией посменно и обязательно сразу же сообщайте мне, если возникнут какие-либо отклонения». «Да, дух-монарх». 8 духовных существ в стадии интеграции тела ответили в унисон. Дух-монарх кивнул, а затем улетел полосой белого света. После краткого обсуждения 8 из 6 святых духов ушли, оставив позади только лысого мужчину и еще одного духа стадии интеграции тела. Они оба немедленно сели на месте и закрыли глаза, а затем выпустили свое огромное духовное чувство, чтобы охватить всю формацию. В таких обстоятельствах они будут немедленно предупреждены, если с гигантским образованием что-то пойдет не так. Через некоторое время 2 святых духа вошли в состояние медитации. Хань Ли покачал головой, чтобы избавиться от головокружения, которое его только что охватило. Прошло очень много времени с тех пор, как он испытывал такой дискомфорт при телепортации. Однако из-за того, что это была телепортация между мирами, дискомфорт был неизбежен даже с его огромными способностями. Оправившись от приступа головокружения, Хань Ли немедленно осмотрел окрестности и обнаружил, что вся территория была заполнена густыми белыми деревьями, невысокими кустарниками и дикой травой. Однако все ветви и листья деревьев выглядели довольно увядшими. Мо Цзиньли, Сюэран и Хэйлиня нигде не было видно, но Хань Ли совсем не удивился, увидев это. Он и Мо Цзиньли уже предвидели это и кое-что подготовили. Таким образом, он сразу же поднял взгляд вверх, и выражение его лица быстро изменилось в ответ на то, что он увидел. Ему открылась поразительная в своей необычности картина. В небе светилось 3 зеленых солнца, одно из которых было больше 2 других. Глава 2277. Рой летучих мышей. Самое большое из 3 солнц находилось прямо в центре неба, а 2 меньших солнца располагались на востоке и западе и значительно уступали центральному как по размеру, так и по сиянию. Однако, что привлекло внимание Хань Ли и заставило его насторожиться, так это шары малинового света вокруг 3 зеленых солнц. Шары света неподвижно парили вокруг зеленых солнц, поражая чувством пленения, если смотреть на них издалека. Долго глядя на эти шары красного света, Хань Ли внезапно уловил запах медового аромата. Его брови слегка нахмурились, когда он безо всякого предупреждения взмахнул рукавом в воздухе, и полоса лазурного света длиной более 100 футов вырвалась вперед, прежде чем быстро исчезнуть в густом лесу. В следующее мгновение раздался оглушительный рев, и земля сильно задрожала, прежде чем все снова воцарилось молчание. Хань Ли стоял на месте и посмотрел в ту сторону, откуда донесся рев. Спустя несколько мгновений полоса лазурного света вновь вышла из леса и вернулась в его рукав.
Только тогда Хань Ли полетел в этом направлении. Расстояние в несколько десятков километров Хань Ли преодолел в мгновение ока и увидел гигантское существо длиной в несколько тысяч футов, лежащее среди группы срубленных деревьев. Гигантское существо напоминало гибрид зверя и насекомого, и хотя его тело было разрезано на несколько сегментов, все же можно было различить крылья и усики цикад, обычно встречающиеся у демонических насекомых, а также мех и острые когти, которые встречаются только у зверей. Издалека ужасающее существо выглядело как смесь гигантского шершня и носорога. Медовый аромат, который учуял Хань Ли, исходил от его массивного тела, и на таком близком расстоянии аромат был еще более выраженным. Хань Ли окинул взглядом окрестности и обнаружил, что все растения поблизости увядали с такой скоростью, что это было заметно невооруженным глазом, и они быстро становились полностью увядшими и желтыми. Вокруг туши массивного зверя валялось множество черных насекомых размером с арбуз, напоминавших богомолов, и они явно были давно мертвы. Яд этой штуки, конечно, довольно мощный. Среднестатистический человек может быть убит, просто почувствовав его запах на расстоянии сотен километров, пробормотал про себя удивленный Хань Ли. Он не смог точно определить, что это был за зверь, так что, скорее всего, он был уникальным для малого царства асуров. Помня об этом, Хань Ли взмахнул пальцем в воздухе, выпустив серебряную огненную бусинку, которая в мгновение ока приземлилась на массивный труп. Палящее серебряное пламя мгновенно вспыхнуло, охватив и испепелив тело в ничто. После этого Хань Ли неторопливо перевернул руку, чтобы достать белый хрустальный шар размером с яйцо, но его брови сразу же слегка нахмурились, когда он бросил взгляд на хрустальный шар. На его поверхности ничего не регистрировалось, поэтому было ясно, что он не мог почувствовать Мо Цзиньли, поскольку тот находился слишком далеко. В этом случае им не нужно было спешить навстречу. Вместо этого они могли бы искать свои собственные возможности в этом чужом мире. В конце концов, полмесяца — это не такой уж и большой срок. Приняв решение, Хань Ли осмотрелся, выбрал определенное направление и улетел полосой лазурного света. Однако он летел не очень быстро и находился всего на высоте нескольких тысяч футов. Он пришел в Малое царство асуров в поисках сокровищ, поэтому не хотел ничего пропустить. Во время полета он высвободил свое огромное духовное чутье, чтобы охватить территорию радиусом около 2000 километров внизу. Обладая огромным духовным чутьем, он мог легко расширить сферу своих чувств до радиуса около 100 тысяч километров, но он пытался сосредоточиться на мельчайших деталях и даже направить свое духовное чувство на несколько тысяч футов в землю, поэтому он мог лишь резко уменьшить свой сенсорный диапазон. Ведь самые сильные пауки любили жить глубоко под землей. Несмотря на это, то, что он смог охватить такую большую территорию, при этом он мог уделять пристальное внимание деталям. Это было свидетельством невероятно мощного духовного чутья Хань Ли. Если бы на его месте были Мо Цзиньли или Сюэ Ран, им было бы трудно достичь хотя бы половины его сенсорного диапазона. Вот почему он был так уверен в этом путешествии, хотя у него не было никаких сенсорных способностей родословной, которые могли бы помочь ему искать пауков асур. Что касается Мо Цзиньли, он тоже выглядел вполне уверенным в себе, так что, скорее всего, у него тоже был какой-то особый метод поиска пауков асуров. Таким образом, Хань Ли постепенно улетел вдаль. В другом месте Мо Цзиньли делал хватающие движения, чтобы вернуть полупрозрачный нефритовый меч в свои руки. Чуть более чем в 1000 футов перед ним виднелась груда обломков, на вершине которой лежали расчлененные тела нескольких существ с телами тигров и жалами скорпионов. Мо Цзиньли равнодушно взглянул на эти трупы, прежде чем спрятать свой нефритовый меч, а затем открыл рот, чтобы выпустить шар фиолетового света. Внутри светящегося шара находился небольшой фиолетовый флаг высотой в несколько дюймов. Мо Цзиньли указал пальцем на маленький флаг, а затем произнес слово «поднимись». Маленький флаг сразу же начал быстро расширяться, в мгновение ока поднявшись примерно до 10 футов в высоту. В своей миниатюрной форме флаг не выглядел таким уж примечательным, но в таком размере он оказался фиолетовым флагом с золотым древком, а на поверхности флага были бесчисленные руны, а также изображение двуглавого серебряного паука в самом его центре. Мо Цзиньли начал что-то напевать, щелкая в воздухе серии заклинательных печатей, которые в мгновение ока исчезли на флаге, а изображение серебряного паука на флаге постепенно становилось все яснее и яснее. Увидев это, на лице Мо Цзиньли появилась улыбка. Несмотря на то, что у него не было родословной, связанной с пауком Асуры, этот извивающийся шелковый флаг, который он получил случайно, имел душу серебряного астрального паука в качестве своего духа-артефакта, что означало, что он мог обнаруживать могущественных пауков внутри определенного диапазона. Этот эффект по-прежнему уступал способности к обнаружению родословной Сюэран и Хэйлиня, но уступал не слишком сильно. При этом, если бы пауки Асура действительно были такими страшными, как предполагают слухи, ему, скорее всего, было бы очень трудно убить одного, даже если бы он мог его выследить. Мо Цзиньли продолжал накладывать заклинательные печати, пока эти мысли проносились в его голове, и внезапно изображение серебряного паука на флаге внезапно распалось на точке духовного света. Похоже, здесь ничего нет.
Мне придется поискать в другом месте, пробормотал про себя Мо Цзиньли, но это его не разочаровало. Его только что телепортировали в Малое царство асуров, и он все равно не ожидал, что так быстро выследит паука асуры. Таким образом, Мо Цзиньли поднес рукав к флагу, и он быстро вернулся к своему первоначальному размеру, прежде чем Мо Цзиньли проглотил его. Сразу после этого он поднялся в воздух и улетел полосой света. Похоже, нам повезло. Настолько, что телепортировали в это царство, и наши родословные уже что-то почувствовали. Нас ждет плодотворное путешествие, сказал Хэй Линь с взволнованным выражением лица, пролетая более 1000 миль под землей. Напротив, Сюэ Ран сохранял спокойное выражение лица и ответил: «Не радуйся слишком рано, наши родословные на что-то реагируют, но это может быть другой тип пауков. Я слышал, что в мире обитает много видов пауков. А уж в царстве Асуры их вообще огромное количество. Я, естественно, осознаю это, но шанс все же есть, не так ли?» Хэй Линь отказался разрушить свой энтузиазм. Сюэ Ран просто улыбнулся и промолчал. Спустя несколько мгновений они вдвоем выбрались из земли и прибыли в чернильно-черную пещеру. Вскоре после этого они парили бок о бок в нескольких футах над землей, а под ними растекалась лужа черной крови. В луже крови лежали 4 зеленых паука с острыми шипами по всему телу. «Ты был прав. В конце концов, они не были пауками-асурами», — сказал Хэй Линь с кривой улыбкой. «Это неудивительно. Малое царство асуров не такое уж большое место, но шансы найти пауков-асуров, как только мы войдем в это царство, все еще довольно малы. Здесь мы можем получить несколько приличных материалов, поэтому наши усилия не были потрачены зря», — ответил Сюэ Ран спокойным голосом, сделав хватательное движение одной рукой. 2 желтых камня тут же вылетели из земли и приземлились ему в руки. «По крайней мере, у нас что-то получилось. У нас мало времени, так что давай уйдем отсюда», — сказал Хэй Линь. У Сюэ Рана, естественно, не было причин возражать, и поэтому они тут же взлетели парой полос света. Хань Ли бесстрастно завис над небольшой горой перед колонией малиновых летучих мышей. Каждая летучая мышь была размером с человеческую голову, а размах крыльев достигал примерно 7-8 футов. В центре этой колонии летучих мышей находилась гигантская летучая мышь, которая была в несколько раз крупнее всех своих собратьев. Мало того, что эта гигантская летучая мышь имела слабые золотые узоры по всему телу, у нее на лбу был 3-й малиновый демонический глаз. Летучая мышь в настоящее время смотрела на Хань Ли с оттенком недоумения в 3 глазах. Если бы Хань Ли обратил на нее внимание, то сразу бы заподозрил, что этот зверь приближается к стадии пробуждения разума. Но Хань Ли просто парил в воздухе, заложив руки за спину, не обращая никакого внимания на колонию летучих мышей, и быстро осматривал окружающую местность своим духовным чутьем. Глава 2278. Рыбы-монстры. Со временем недоумение на морде гигантской летучей мыши постепенно сменилось кровожадностью. Некоторое время спустя она, наконец, не смогла больше сдерживаться и открыла пасть, чтобы выпустить взрыв ультразвуковых звуковых волн. Все окружающие малиновые летучие мыши немедленно пришли в ярость и также открыли рты, чтобы выпустить ультразвуковые звуковые волны, которые сходились, образуя массивную невидимую волну, которая хлынула прямо к Хань Ли. Только тогда Хань Ли взглянул на колонию летучих мышей, вытянул ладонь из рукава и небрежно взмахнул ею в воздухе. Раздался глухой стук, когда вся исходная цимира в радиусе сотен километров сильно содрогнулась. Бесчисленные лучи пятицветного света начали появляться, а затем безумно сошлись, образовав гористую пятицветную ладонь, которая с разрушительной силой обрушилась на колонию летучих мышей. Перед лицом огромной силы гигантской ладони все малиновые летучие мыши начали взрываться облаками кровавого тумана еще до того, как ладонь упала прямо на них. Что касается их коллективных звуковых волн, то эта огромная сила мгновенно превратила их в ничто. Гигантская летучая мышь издала тревожный рев, когда золотые узоры на ее теле загорелись, а затем вырвались из тела, образовав золотой световой барьер, защищающий ее со всех сторон. Перед лицом огромного давления золотой световой барьер сильно задрожал, а гигантская летучая мышь была прижата к земле и полностью обездвижена. Это довольно интересная врожденная защитная способность. К сожалению, она все еще слишком слаба. В противном случае я мог бы подумать о том, чтобы принять ее за духовного зверя, пробормотал Хань Ли про себя со слегка задумчивым выражением лица. Затем он указал пальцем на гигантскую пятицветную ладонь, и она мгновенно резко увеличилась в размерах, сокрушая золотой световой барьер и гигантскую летучую мышь, прежде чем она даже успела вскрикнуть. Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, и гигантская пятицветная ладонь мгновенно исчезла, но там, где только что была гигантская летучая мышь, все еще оставались несколько золотых рун. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он махнул рукой в сторону рун, выпустив взрывную силу всасывания, которая втянула все руны в его руки. Хан Ли взглянул на золотые руны, прежде чем потереть их между ладонями, и золотой свет беспорядочно вспыхнул, когда раздался звук скрежетания металла о металл.
Когда Хань Ли снова развел руки, обнажилась золотая звериная шкура. Эти золотые руны были ничем иным, как теми золотыми узорами, которые были на теле гигантской летучей мыши. Эту вещь можно превратить в достойное защитное сокровище, так что, похоже, это была не пустая трата времени, пробормотал Хань Ли, прежде чем перевернуть руку, чтобы убрать звериную шкуру. Сразу после этого выражение его лица слегка изменилось, как будто он что-то почувствовал, и в его глазах вспыхнул синий свет, после чего он увидел огромную стаю неопознанных птиц, летевшую к нему на расстоянии нескольких сотен километров. Это была группа гигантских орлоподобных птиц, каждая с двумя парами крыльев и одним рогом на голове, и все они имели кровожадные выражения лиц. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он отвел взгляд, и, бросив последний взгляд на обширное пространство кровавого тумана, который все еще держался над горой, он покачал головой, прежде чем улететь, как полоса лазурного света. Эта стая птиц не представляла для него угрозы, но он не собирался иметь дело со всеми зверями, которых привлекла сюда кровь этих малиновых летучих мышей. В конце концов, его главной целью было выследить пауков Асур. 2 дня пролетели в мгновение ика, и за это время Хань Ли не получил никакой награды, кроме убийства нескольких могущественных на вид зверей и обнаружения некоторых редких материалов. За исключением 2 ядовитых трав, названия которых он не знал, все остальные предметы были весьма ценными, но они не принесли ему особой пользы на его нынешней базе совершенствования, поэтому ему просто придется отдать их своим ученикам. Однако на 3-й день Хань Ли наконец обнаружил в Черной долине кое-что, связанное с пауками-асурами. В настоящее время он стоял внутри темного логова зверей в долине, внутри которого обитали несколько гибридов медведя и человека, все из которых совершенно неподвижно лежали на подстилке из соломы. Мех у них был совершенно снежно-белый, а плоть совершенно засохла, но на телах не было никаких ран, как будто все они умерли естественным путем от старости. Хань Ли некоторое время наблюдал за этими трупами, затем взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить несколько огненных змей, которые мгновенно испепелили тело дотла. Несмотря на то, что трупы были сожжены, на земле все еще оставалось несколько полупрозрачных нитей. Хань Ли сделал хватательное движение, чтобы втянуть полупрозрачные нити в свои руки, а затем окутал их шарами лазурного света. Затем он направил на них свое духовное чутье, и выражение его лица сразу слегка изменилось. Он протянул руку к лазурному мазку, затем провел пальцем по одной из полупрозрачных нитей. Внезапно полупрозрачная нить превратилась в слой синего света, который быстро распространился по всей его руке. Плоть на его руке, окутанная синим светом, начала быстро увядать со скоростью, заметной невооруженным глазом, и от пораженной конечности начала исходить старческая аура. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, когда он мгновенно убрал палец от полупрозрачной нити, после чего вспышка золотого света пробежала по его руке, чтобы уничтожить распространяющийся синий свет. Затем лазурный свет заструился по его руке, и она мгновенно вернулась в свое прежнее нормальное состояние, как будто вид ее увядания был не более чем иллюзией. Это была сила времени. Ее нельзя назвать истинным законом времени, но это все еще чрезвычайно редкая врожденная способность. Похоже, в этой области бродят пауки-асуры, пробормотал Хань Ли про себя. В его глазах появился намек на волнение. Сразу после этого полупрозрачные нити в его руках исчезли во вспышке лазурного света. Эти вещи не представляли для него угрозы, но их определенно нельзя оставлять на виду. После этого Хань Ли вылетел из логова зверя и начал тщательно обыскивать местность вокруг долины. Однако через несколько часов он вернулся в долину с мрачным выражением лица. Очевидно, что предпринятые им поиски оказались тщетными. Хань Ли некоторое время завис в воздухе над долиной с задумчивым выражением лица. Внезапно ему, казалось, пришла в голову мысль, и он наложил ручную печать, прежде чем высвободить свое духовное чувство вниз, направив его на десятки тысяч футов вглубь земли. Некоторое время спустя на его лице появился намек на восторг, и он сразу же полетел в другом направлении полосой лазурного света. Вскоре после этого Хань Ли появился над озером неподалеку и опустил взгляд вниз, прежде чем спуститься сверху. Затем он нырнул в озеро, и несколько мгновений спустя бесчисленные дуги золотых молний вспыхнули внутри озера под раскат грома. Бесчисленные рыбы разных видов стали подниматься на поверхность брюхами к небу, и все они были полностью обуглены до черноты. После этого озеро совсем замолчало, как будто это было мертвое озеро. В этот момент Хань Ли находился в грубом проходе на глубине десятков тысяч футов под землей, в котором одновременно мог поместиться только один человек, а вокруг него были неровные лазурные каменные блоки. Проход был довольно узким и вел глубоко в землю. Это было подозрительное место, которое Хань Ли обнаружил случайно, используя свое духовное чутье. Весь проход был выложен лазурными каменными блоками, и даже несмотря на огромное духовное чутье Хань Ли, его сенсорный диапазон был сильно ограничен, поэтому было ясно, что эти каменные блоки не были обычным материалом. Именно это в первую очередь вызвало подозрение Хань Ли. Однако, обнаружив еще одну полупрозрачную нить во время путешествия по проходу, Хань Ли понял, что он на правильном пути, и немедленно ускорился.
После погружения в землю на глубину почти 100 тысяч футов к нему снизу начали приближаться палящие волны тепла. Температура здесь была настолько высокой, что обычное существо, скорее всего, мгновенно превратилось бы в высушенный труп. Однако Хань Ли совершенно не обращал внимания на жару, защищая себя слоем слабого лазурного света. После нескольких поворотов впереди стал виден мигающий красный свет, а также послышался звук разговора. Глаза Хань Ли слегка сузились, и по всему его телу внезапно появились точки духовного света, после чего он стал совершенно размытым и нечетким. Пройдя сквозь малиновую волну огня, Хань Ли незаметно вышел из прохода и оказался над подземным лавовым озером. Творящееся вокруг весьма заинтересовало его, поэтому Хань Ли не стал торопиться и внимательно осмотрелся. Озеро было наполнено раскаленной лавой, и толстые столбы пламени время от времени вырывались вверх из его поверхности, ударяя по выходу из прохода, в результате чего камни там становились чрезвычайно гладкими и приобретали малиновый цвет. В лаве плавала серия полупрозрачных огненно-красных кристаллов, и Хань Ли направил свой духовный смысл на кристаллы и обнаружил, что это чрезвычайно редкие камни огненного духа высшего качества. Фактически, огненная духовная ци, заключенная в этих камнях, была даже более мощной, чем у обычного камня огненного духа высшего класса в царстве духов. Однако ничто из этого не привлекло внимания Хань Ли. В настоящее время он оценивал женщину и группу демонических существ на краю лавового озера. Глава 2279. Слежение. У этих демонических существ верхняя часть тела была человеческой, а нижняя — рыбьей, и у каждого из них было по 4 руки. У существ мужского пола на руках были золотые ленты, а у женщин в волосах были серебряные ленты, и они были либо с пустыми руками, либо с короткими малиновыми алебардами. Недалеко от этих существ стояла женщина лет 22 и со спокойным выражением лица оценивала существ перед ней. Женщина имела изящную фигуру и была одета в короткое зеленое платье. Черты ее лица были особенно соблазнительны, а обнаженные руки были прекрасны и нежны, как мякоть корней лотоса. В своих руках она держала несколько предметов в форме стрел, и она с легкой улыбкой на лице оценивала группу существ перед ней. Все рыбы-демоны парили на высоте около 10 футов над землей, и хотя они были гораздо более внушительными, чем женщина, и издавали череду низких рычаний, у всех были испуганные лица. «Собираетесь ли вы выдать 2 своих братьев или заставите меня взять их? Если бы не тот факт, что вы все еще чем-то полезны, вы все были бы давно убиты», сказала женщина леденящим кровь голосом. Там был высокий мужчина-рыбодемон, который, казалось, боялся женщины меньше, чем его товарищи, и он, заикаясь, пробормотал: «Никогда. Мы никогда не выдадим наших братьев». На лице Хань Ли появился намек на удивление, когда он слушал этот разговор сверху. 2 из них говорили на древнем языке, записанном в томе, который он видел в царстве духов в прошлом, и это было для него приятным сюрпризом. Выражение лица женщины помрачнело, когда она услышала это, и она холодно хмыкнула. Какая наглость. Я только что пообедала, поэтому не хотела снова охотиться, но если вы настаиваете на сопротивлении, я бы не возражала добавить еще одно блюдо к моей еде. В глазах мужчины-рыбы-демона появился яростный взгляд, и он издал громкий рев, после чего вся группа рыб-демонов спустилась на поверхность лавового озера внизу, прежде чем поднять свое оружие или в неистовстве размахивать руками. Лава в озере яростно захлестнула, и из него вырвались полосы палящего красного света, прежде чем хлынуть в тело рыб-демонов. Рыбы-демоны сразу же резко увеличились до нескольких десятков футов в длину, и большинство из них испускали ауры стадии трансформации божества, в то время как мужчина-рыбодемон, возглавлявший группу, похоже, достиг ранней стадии пространственного закаливания. Похоже, вы забыли травму, полученную в прошлый раз. Есть ли что-нибудь еще, к чему вы можете прибегнуть, кроме этой ничтожной техники пламенного купания? «Пусть будет так, позвольте мне преподать вам всем еще один урок», усмехнулась женщина, когда ее тело расплылось, и внезапно она появилась прямо в центре группы рыб-демонов. Бесчисленные полупрозрачные нити затем вырвались из ее тела с невероятной скоростью, и многие рыбы-демоны были мгновенно уничтожены. Плотный защитный красный свет вокруг их тел был совершенно не способен противостоять полупрозрачным нитям. Женщина опустила взгляд на обездвиженных рыб-демонов под ней, и на ее лице появилась зловещая улыбка, которая противоречила ее прекрасным чертам. Она протянула руку и сделала хватательное движение в сторону пары женщин-рыб-демонов, и взрыв огромной невидимой силы вырвал сердце 2 рыб-демонов из груди, прежде чем выстрелить прямо в женщину. Затем женщина открыла рот, чтобы выпустить 2 полупрозрачные нити, которые в мгновение ока пронзили пару сердец, прежде чем доставить их ей в рот. Этот вкус действительно не стареет, сколько бы раз я его не пробовала. Жаль, что у вас, пространственных рыб, жалкие репродуктивные способности. Чтобы избежать ненужных трат, я буду использовать этих 2 в качестве жертвы. Сказав это, хотя я и оставляю остальных в живых, я не могу отпустить вас без какого-либо наказания.
Женщина наслаждалась едой с улыбкой на лице, но ее голос становился все более и более угрожающим. Внезапно она открыла рот, чтобы выпустить шар синего света, затем погрузила руку прямо в него, прежде чем вытащить длинный синий кнут, пронизанный чрезвычайно острыми крючковатыми шипами. Затем на ее лице появилось злобное выражение, когда она ударила кнутом, выпуская бесчисленные проекции кнута, которые устремились прямо к рыбам-демонам. Кнут, похоже, был изготовлен из какого-то материала, который специально подавлял этих рыб-демонов, о чем свидетельствует тот факт, что он был способен легко прорвать их защитный духовный свет, прежде чем оставить глубокие раны в их плоти. Над лавовым озером раздалась череда ревов и стонов, и больше всего ударов кнутом получил мужчина-рыбодемон, который был лидером группы. Поначалу он все еще мог смотреть на женщину с разъяренным выражением лица, но через некоторое время он мог только непрерывно дрожать, когда он закидывал руки за голову, чтобы защитить себя, и не было ни одного дюйма его тела, где кожа осталась невредимой. Только тогда женщина убрала свой кнут и хихикнула. «Надеюсь, ты запомнишь этот урок на какое-то время. Если ты знаешь, что для тебя хорошо, то производи больше потомства. Некоторые из вас все равно будут использоваться в качестве жертв, и их число будет увеличиваться. Наша королева будет очень рада это видеть. Возможно, она даже вознаградит вас за ваши усилия. Если ваше население не увеличится к тому времени, когда я нанесу вам следующий визит, то вам это не сойдет с рук. Вы не отделаетесь простой поркой». После этих угроз женщина снова открыла рот, чтобы выпустить нечто, похожее на белый пузырь, который увеличился в размерах, прежде чем охватить туши двух женщин-рыб-демонов. Она указала пальцем на пузырь, и пузырь уменьшился до крошечных размеров вместе с двумя трупами внутри него, прежде чем улететь обратно в рот женщины. После этого она исчезла как шар белого света, в то время как другие рыбы-демоны могли только смотреть на нее с яростной обидой в глазах. Некоторое время спустя рыбные демоны с разочарованными выражениями лиц помогли друг другу подняться на ноги, и после короткого обсуждения все они нырнули в лавовое озеро. Таким образом, тишина и покой вернулись, но это продолжалось всего несколько мгновений, прежде чем среди всплеска пространственных колебаний возникла размытая фигура. Хань Ли был свидетелем всего, что только что произошло здесь, и он пробормотал про себя с заинтригованным выражением лица. Как интересно. Согласно историческим записям, раса пространственных рыб появилась в древние времена на короткий период, и они должны были полностью вымереть во всех мирах. Я не думал, что здесь, в малом царстве асуров, останется их ветвь. Эти существа, пространственные рыбы, похоже, обладают какими-то чрезвычайно мощными способностями, поэтому их выследили до полного исчезновения, но немногие люди точно знают, какими способностями они обладают. После этого Хань Ли с озадаченным выражением лица посмотрел в сторону, где только что исчезла женщина. Эта женщина, кажется, паук Асура, но она находится только на поздней стадии пространственной закалки. Разве пауки Асура не должны иметь возможность принимать человеческие формы только после достижения зрелости? Это довольно странно. Хань Ли с задумчивым выражением погладил собственный подбородок, и только спустя долгое время он покачал головой и пробормотал про себя: «Я подумаю об этом в другой раз». А сейчас мне следует сосредоточиться на том, чтобы следовать за этой женщиной обратно к логову пауков Асур. Сказав это, я не могу просто оставить этих пространственных рыбосуществ позади. Говоря это, Хань Ли внезапно взмахнул рукавом в воздухе, выпустив шар золотого света, который мгновенно превратился в миниатюрную пурпурно-золотую фигуру ростом около полуфута. У фигуры не было ни носа, ни рта, а глаза были совершенно холодными и невыразительными. «Сохраняйте этих существ пространственных рыб в безопасности, пока я не вернусь», — приказал он. Пурпурно-золотая фигура кивнула, прежде чем нырнуть в лавовое озеро полосой золотого света. Пурпурно-золотая фигура была никем иным, как монархом пурпурно-полосатым золотым жуком-пожирателем. Из-за низкой базы культивирования леопардового зверя Кирин он уединился для совершенствования на священном острове и не сопровождал Хань Ли в этой поездке. После этого тело Хань Ли снова стало размытым и нечетким, когда он ушел. С нынешними способностями Хань Ли ему, естественно, было очень легко оставить духовный след на этой женщине, поэтому он не боялся потерять ее из виду в ближайшее время. Таким образом, ему потребовалось совсем немного времени, чтобы догнать ее. В этот момент тело Хань Ли стало совершенно невидимым, и женщина совершенно не обращала внимания на его присутствие, хотя он находился не более чем в 10 километрах позади нее. После этого Хань Ли стал свидетелем того, как женщина убила на болоте гигантского черного зверя, похожего на кабана, на стадии пространственной закалки, а затем собрала около дюжины золотых фруктов из довольно неясной долины, прежде чем продолжить свой путь. Хань Ли все это время украдкой следовал за ней. Даже если эта женщина действительно была пауком Асурой, она ни в коем случае не была достаточно мощной, чтобы ее демоническое ядро могло создавать нити времени. С самого начала его целью были зрелые пауки Асура. В противном случае он бы уже напал на женщину у лавового озера. Глаза Хань Ли постепенно загорелись, когда вдалеке начал появляться массивный горный хребет.
В этот момент женщина значительно замедлила ход и тоже начала спускаться по краю горного хребта. Хань Ли усилил внимание и продолжил неотступно следовать за ней. Глава 2280. Битва духовного чувства. Внезапно из глубины горного хребта раздался громкий грохот, после чего 7 или 8 огромных птиц вылетели и в мгновение ока достигли женщины. Затем они нежно спустились вокруг нее, прежде чем сопровождать ее в полете к горному хребту. В то же время чрезвычайно устрашающий взрыв духовного чувства вырвался из горного хребта, быстро просканировав всю территорию и пройдя практически прямо мимо Хань Ли. Впереди явно существо стадии Великого Вознесения. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он сразу же остановился на месте. Только после того, как несколько раз просканировал близлежащую область, этот всплеск грозного духовного чувства исчез. После этого в этот район вернулась тишина и покой. Обычный зрелый паук Асура определенно не может высвободить духовное чувство такого уровня. Может ли быть так, что здесь действительно есть паук Асура, более могущественный, чем среднестатистическое существо на стадии Великого Вознесения? Если так, то если я подойду ближе, то не смогу скрыть себя от их духовного чувства, используя обычные секретные техники сокрытия. Однако тот факт, что их духовное чувство может быть высвобождено так далеко, не ослабляясь ни в малейшей степени, указывает на то, что они используют какое-то сокровище улучшения, пробормотал про себя Хань Ли, и на его лице появилось мрачное выражение. Если бы этот паук Асура действительно был сравним по силе с настоящим духовным существом, то даже ему было бы опрометчиво относиться к этому легкомысленно. После долгого обдумывания ситуации он, наконец, принял решение. Он перевернул руку, чтобы вызвать фиолетовый талисман, который тут же взорвался облаком фиолетового тумана, окутавшим все его тело, и как только туман рассеялся, его нигде не было видно. В качестве меры предосторожности Хань Ли снова использовал свой талисман невидимости высокого зенита. Теперь, когда он обрел нематериальную форму, он мог беспрепятственно дрейфовать глубже в горный хребет. Несмотря на то, что он не мог двигаться на полной скорости в своей нынешней форме, он все же смог быстро добраться до горного хребта. В этот момент он был уже довольно далеко от молодой женщины, но благодаря метке духовного чувства, которую он наложил на нее, он все еще мог ясно ощущать ее точное местоположение. Таким образом, Хань Ли не спешил догонять ее и просто неторопливо продолжал двигаться вперед. Однако, пролетев около 10 тысяч километров в горный хребет, его брови начали слегка хмуриться. Он думал, что из-за присутствия здесь логова паука Асура здесь определенно будет очень мало других зверей и, по крайней мере, не будет особо сильных. Однако в пределах, охватываемых только его духовным чутьем, он уже обнаружил несколько десятков зверей стадии трансформации божества и пространственной закалки, а также 2 птиц стадии интеграции тела. Одна из 2 птиц была малинового цвета и массивной, как корова, тогда как другая была покрыта стально-серыми перьями и имела отвратительную мясистую шишку на голове. Они вдвоем сидели на ветке гигантского дерева в нескольких сотнях километров от Хань Ли, и один из них постоянно оглядывался по сторонам, а другой, казалось, заснул. Что касается других зверей в этом районе, все они были гибридами человека и зверя, и они патрулировали территорию несколькими группами. Казалось, что все звери Малого Царства Асуры были призваны пауками Асуры, и это было весьма примечательно для Хань Ли. Духовный монарх никогда не упоминал, что пауки Асуры имеют привычку вербовать других зверей. Похоже, либо духовный монарх недооценил интеллект этих пауков-асуров, либо что-то должно было произойти в Малом Царстве Асуров, чтобы привести к такому сценарию. Тот факт, что даже паук Асура стадии пространственной закалки был способен принимать человеческую форму, заставил Хань Ли больше склоняться к последнему варианту. Помня об этом, Хань Ли стал довольно настороженно относиться к паукам-асурам впереди, но он все равно без паузы следовал за молодой женщиной. Через некоторое время Хань Ли преодолел расстояние в сотни тысяч километров и, наконец, увидел вдали лазурный каменный город на равнине, расположенный посреди скопления гор. Город был полностью построен из массивных лазурных каменных блоков со стенами высотой в 1000 футов, но радиус его составлял всего несколько десятков километров, поэтому он больше походил на крепость. Кроме нескольких каменных чудовищных статуй, на городской стене больше ничего не стояло. Еще более странно было то, что в городе не было ворот, поэтому он был полностью изолирован внутри массивной городской стены. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, когда он осматривал каменный город, не используя свое духовное чутье, но как раз в тот момент, когда его взгляд был готов пронзить городскую стену, в поле его зрения внезапно появились бесчисленные белые руны, превратившиеся в серию белых цветков лотоса, заслонявших его взгляд. Это мистическое ограничение белого лотоса. Как оно могло быть установлено здесь? Воскликнул Хань Ли, когда на его лице появилось ошеломленное выражение. Это ограничение было уникальным для определенной основной расы в царстве духов, и оно было способно сдерживать даже духовные чувства существ в стадии Великого Вознесения. Как же пауки Асуры смогли установить такое ограничение?
Прежде чем Хань Ли успел еще раз обдумать эту мысль, в его разуме внезапно вспыхнул огонек духовного чувства, и выражение его лица сразу же потемнело. Почти в тот же момент изнутри каменного города раздался сокрушительный грохот, после чего в небе появилась горная проекция алого паука. Паучья проекция окинула холодным и грозным взглядом всю окружающую местность, и то же грозное духовное чувство, появившееся на краю горного хребта, тут же охватило весь ландшафт. Несмотря на то, насколько мощным был этот всплеск духовного чувства, он не смог обнаружить Хань Ли в его иллюзорной форме и в конце концов смог вернуться только в тело гигантской проекции паука. После неудачных поисков на лице проекции паука появился намек на ярость, и раздалось леденящее кровь хмыканье, за которым последовал грубый женский голос. «Какой даос приехал посетить мой небесный город пауков? И почему ты поставил метку духовного чувства на моего младшего? Почему бы тебе не прийти в город, чтобы встретиться со мной?» Голос отдавался эхом несколько раз, и его было слышно на большей части горного хребта. Все звери, кроме тех, которые были дочерними пауками Асуры, немедленно поклонились земле, непрерывно дрожа, но голос был встречен полной тишиной. «Похоже, ты очень уверен в своей технике маскировки и полон решимости спрятаться. В таком случае я буду ждать тебя в своем городе». Женский голос от ярости поднялся на несколько октав, и сразу после этого гигантская проекция паука в небе распалась во всплеске сильных энергетических колебаний. В этот момент Хань Ли находился в сотнях километров от каменного города, его глаза слегка сузились, и внезапно он высвободил свое огромное духовное чувство по отношению к городу, больше не скрывая его. Массивная проекция цветка белого лотоса немедленно появилась из города, что противоречило его духовному чувству. Раздался глухой грохот, и цветок белого лотоса сразу же начал деформироваться перед лицом всепоглощающего духовного чувства Хань Ли, а затем внезапно взорвался на месте. Хань Ли высвободил около 70% всего своего духовного чувства, что было сопоставимо с совокупным духовным чувством 3-4 обычных существ в стадии Великого Вознесения. Мистическая проекция белого лотоса была широко известна в царстве духов, но она не могла противостоять его властному духовному чувству. Если бы его духовному чувству было позволено спуститься на каменный город, души всех живых существ в городе, находящихся ниже стадии Великого Вознесения, скорее всего, немедленно взорвались бы. «Как ты смеешь?» Тот же грубый женский голос снова раздался в каменном городе, и духовное чувство владельца голоса также вспыхнуло, столкнувшись с духовным чувством Хань Ли. Над каменным городом тут же раздалась череда оглушительных грохотов, а также всплески сильных энергетических колебаний, грозивших разрушить все это пространство. Обладательница женского голоса не была обычным существом стадии Великого Вознесения, но ее духовное чутье, естественно, не могло сравниться с чувством Хань Ли, и после всего лишь нескольких столкновений она была быстро вынуждена отступить. Женщина была очень встревожена, увидев это, и поспешно закричала. «Поторопитесь! Чего вы ждете?» Зрачки Хань Ли сразу же сузились, услышав это. Почти в тот же момент мужчина холодно хмыкнул в каменном городе, и вспыхнул еще один всплеск мощного духовного чувства, прежде чем объединиться с духовным чувством женщины, чтобы сразиться с Хань Ли. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось после короткого столкновения с духовным чувством этого человека. Это тоже необычное существо на стадии Великого Вознесения. Однако он быстро обнаружил, что они вдвоем едва могли противостоять его духовному чувству, и в его глазах мелькнул холодный взгляд, когда он увеличил мощность своего духовного чувства до 90%. Раздался еще один потрясающий грохот, и мужчина и женщина в каменном городе были полностью сбиты с толку, поскольку даже их объединенное духовное чувство постепенно отступало. Как мог кто-либо обладать таким сильным духовным чутьем? Кем именно был этот человек? Намек на страх начал подниматься в их сердцах. Хань Ли продолжал смотреть на город с холодным выражением лица, но как раз в тот момент, когда он обдумывал, стоит ли ему высвободить последние 10% своего духовного чувства, чтобы сокрушить двух существ в городе, произошло еще несколько всплесков духовного чувства, которые были сопоставимы по мощности с духовным чувством обычного существа стадии Великого Вознесения. Эти всплески вырвались из города и устремились прямо к Хань Ли.